В России знали о подготовке наступления ВСУ в Курской области за 8 месяцев до начала операции. Лукашенко и международный розыск. Лавров говорит, что РФ готова к битве с НАТО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Никакого поражения и капитуляции Украины. Новое заявление относительно будущих переговоров между Киевом и Москвой. Как Путин должен вести себя во время диалога. Россия не должна являться на эту конференцию с готовым решением. Лукашенко должен быть объявлен в розыск. Собрана целая база доказательств его преступлений. Диктатор хочет перевернуть страницу? Нет, твоя книга уже закончилась. Заявление Лаврова и Захаровой. Он борется с НАТО, она с украинцами. Чего хочет российское Министерство иностранных дел? Мы полностью в военном, в политическом и военно-техническом плане готовы отстаивать наши интересы. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В российском Минобороны знали о том, что ВСУ готовятся к наступлению на Курскую область и даже строили планы, чтобы предотвратить это наступление. Об этом пишет The Guardian. Авторы материала ознакомились с документами, которые были найдены украинскими военными на территории РФ после удачной операции. Большая часть этих документов принадлежала подразделениям 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ. Интересно, но впервые в документах россиян о возможном прорыве границы ВСУ упоминается еще в начале января 2024 года, то есть фактически за 8 месяцев до начала этого наступления. В найденных документах говорится о серьезных проблемах с моральным духом российских военных и о том, как должна действовать российская армия, и даже о создании ложных окопов и позиций. Украинское вторжение в Курск стало неожиданностью как для западных партнеров Киева, так и для многих представителей украинской элиты, поскольку планированием занимался ограниченный круг людей. Однако российские военные документы содержат предупреждение на протяжении нескольких месяцев о возможном вторжении в этот район и попытке занять Суджу, город с населением в 5000 человек, который уже более месяца находится под украинской оккупацией. The Guardian также пишет о том, что во время наступления ВСУ российские войска бежали, опять же оставив всю важную документацию. Тем временем в сети появились кадры, как утверждается, снятые в Курской области. ВСУ вновь взяли в плен срочников. Мы хотим мирной, спокойной жизни. Ладно, сколько убили людей, наших солдат? Мы не вступали в контакт, мы никого не убивали. Ты толстый, сколько завалил пацанов Украины? Сколько? Срочников. И что, срочники не убивают? Нет. Напомню, что сейчас ВСУ продолжают свое наступление в Курской области. Z-пропагандисты жаловались на еще один прорыв российской границы в Глушковском районе. В Курской области как-то мало смысла вообще следить за изменениями на карте. Они там слишком быстрые, там меняется по часам именно. И там, в принципе, нет линии фронта. Там есть отдельные укрепрайоны, там есть отдельные опорные пункты, но там нет ничего похожего вот на эту, по сути, сплошную линию фронта, как на востоке и на юге. Вот. А там наоборот, там постоянное движение, постоянные наши удары по тылам, по флангам российских частей. И нам, в общем-то, за исключением 3 дней, с 10 по 13 сентября, за исключением 3 дней нам все время удается удерживать инициативу в этом. Ни слова о капитуляции или же поражении Украины. Россия и Китай должны участвовать во второй конференции мира. В этом уверен министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он также считает, что Москва должна понимать, что Киев не может проиграть, иначе разговоры о мире бессмысленны. Что касается России, то это правда. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Я всегда это говорил. Защита права на независимость Украины – это другое дело. Я поддерживаю проведение мирной конференции, в которой, как уже сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Однако я считаю, что Россия не должна являться на эту конференцию с готовым решением, подразумевающим капитуляцию и поражение Украины, потому что в таком
любом случае это не будет мирным соглашением. Тем не менее, я поддерживаю проведение мирной конференции, как та, что прошла в Швейцарии, но с участием Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Как ранее рассказывала команда Нехта, в Киеве сейчас активно готовятся ко второму мирному саммиту и действительно уже открыто говорят о том, что в этом мероприятии должны участвовать представители Москвы. Встреча может произойти уже в ноябре этого года. Кроме того, на следующей неделе Зеленский отправится в США, где представит Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины. Детали этого плана, напомню, пока засекречены, их опубликуют после того, как ключевые союзники Киева ознакомятся со всеми пунктами этого проекта. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Лавров намекает, что РФ готова бороться с НАТО за Арктику и ее природные ресурсы. В своем очередном интервью глава МИД РФ пытается убедить, что НАТО не оборонительный союз, а наступает и теперь уже якобы хочет расширить свою зону влияния на арктический регион. Мы, безусловно, видим, как НАТО пытается наращивать учения, так или иначе связанные с возможными кризисами в Арктике. Мы полностью в военном, в политическом и военно-техническом плане готовы отстаивать наши интересы. Лавров вновь не озвучивает никаких деталей. Тем временем, напомню, в июле этого года в Пентагоне заявили о рисках расширения российско-китайского сотрудничества в арктическом регионе. Там говорили, что КНР является крупным спонсором энергетической эксплуатации Арктики со стороны РФ. Кроме того, в США предупреждали, что военное присутствие России в Арктике является самым масштабным среди всех остальных стран региона и может представлять угрозу территориям США и их союзников. Пока Лавров об Арктике, его подчиненная Захарова о Курской области. Официальный представитель российского МИДа говорит, что у ВСУ якобы уже появилась возможность строить некие учреждения, которые похожи на концлагеря. И все это в российском приграничье. По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Ответ на вопрос, почему же местные жители не смогли покинуть Курскую область, очень прост. Сами жители российского приграничья говорят, что их бросила российская власть, а чиновники бежали первыми из региона. Ранее команда Нехта рассказывала, как ВСУ показывают жителям Курской области фрагменты российских программ, федеральных каналов, где открыто обсуждают ковровые бомбардировки российских населенных пунктов. Ну и нахер. Помогать никто, вы только помогаете и продуктами, и всем. Они только языком мелят, уничтожать все. Все равно вылезет. Я понимаю, что мы там кучка ненужных людей, но на всю Россию так говорить. Что вы думаете о заявлениях Лаврова и Захаровой? Пожалуйста, оставьте свое мнение в наших комментариях. В то же время в Крыму началась новая волна фильтрационных мер среди населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В официальном заявлении говорится, что сейчас под видом военных учений «Барс-Крым» идет блокировка целых районов в населенных пунктах полуострова и тщательная проверка местных жителей, чтобы найти инакомыслящих, пишет ЦНС. Оккупационные власти призывают людей содействовать силовикам. Тем временем в Киеве продолжается активная дискуссия из-за скандального заявления главы МИД Польши Сикорского, который заявил о том, что Крым можно было бы передать под мандат ООН, а спустя некоторое время провести там референдум. На это заявление резко отреагировали в офисе президента Украины, в Меджлисе крымско-татарского народа, а также в МИД страны. Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и все совершенные преступления. В Евросоюзе призвали страны, которые являются участниками Римского статута, соблюдать свои обязательства и выполнять требования Международного уголовного суда, в частности, арестовывать тех, на кого выдан ордер, в том числе и Путина.
ЕС по-прежнему глубоко обеспокоен судьбой всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно перемещенных Россией на временно оккупированные территории Украины или незаконно депортированных в Россию и Беларусь. Европейский Союз повторяет свой настоятельный призыв к России и Беларуси немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину. Кроме того, в заявлении говорится об осуждении Беларуси, КНДР и Ирана, которые помогают Москве, а также о 6 ордерах на арест, которые выдал МУС, в том числе на Путина, Шойгу и Герасимова. Как ранее рассказывала команда Нехта, Путин совсем недавно побывал с визитом в Монголии, которая является участником Римского статута и могла бы арестовать Путина. Но этого не сделала, а наоборот, дала ему гарантии неприкосновенности. Более 800 ракетных атак было совершено по Украине с территории Беларуси за время полномасштабного вторжения РФ. Такую статистику озвучил заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Во время своего выступления на церемонии, посвященной вручению премии «Солидарность» имени Леха Валенсы, которую и получил Латушко, он напомнил о том, как режим Лукашенко помогает Путину. Кроме того, Латушко в очередной раз обратился к самопровозглашенному. Сегодня из этого зала Лукашенко должен получить сигнал. Диктатор хочет перевернуть страницу? Нет, твоя книга уже закончилась. Сегодня у власти в Беларуси находится бандит. Он совершает 3 из 4 самых серьезных международных преступлений. Доказательств преступлений Лукашенко — целые тома. Однако инструменты в руках наших партнеров в демократических странах, и я призываю их использовать. Лукашенко должен быть объявлен международный розыск. Должна наступить ответственность. А что вы думаете о судьбе Лукашенко? Напишите, пожалуйста, также об этом в наших комментариях. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.